Всем доброго времени суток. Вот и прошли испытания ракетного двигателя с прошлого видео. Испытания не особо понравились ввиду получившегося прогара. Буду проводить работу над ошибками. А пока смотрим видео. Итак, вот корпус двигателя. Собственно, вот сам прогар. Сейчас попробуем этот корпус разделить пилкой, отпилить сопельную часть и более детально посмотреть снутри, что почему произошло. После разделения корпуса начну, пожалуй, с сопельной части. Здесь видно не до конца испарившийся штуцер, как сопло. Показал себя лучше, чем шпатлевка, но хуже, чем хотелось, потому как от целого огромного штуцера вот такого осталось всего небольшое колечко. Дальше. Прогар получился между сопельной частью и шашкой. Нужно будет заполнить ее чем-нибудь, может быть, клеем или силиконом. Обязательно. Дальше. Вторая часть, основная. Стенки. Стенки, значит, в весьма неплохом состоянии. Немного повздувались, но клей, промазка клеем показала себя отлично. Особенно это видно на конусе. Конус вообще остался в идеальном состоянии, как снаружи, так и снутри. Снутри даже цветом не поменял. Вот. Следующий вопрос — это стыки. Стыки в прошлый раз я делал по-другому. В этот раз погружал конус внутрь гильзы. И это дало плюс. Плюс в том, что прогаров по стыкам нет. Нет прогаров по стыкам. Держится очень крепко, не отрывается. Показания с работы двигателя снимать не стал, ввиду того, что получился прогар. После доработки всех нюансов, недочетов проведу еще одно испытание, и тогда будут видны результаты работы этого двигателя.